Приветствую, с вами Лука, и сегодня я хочу рассказать вам о неоновой бездне. В отличие от ДБД, тут смерть это только лишь начало. По сюжету мы играем за члена команды под названием «Мрачный отряд». Он был сформирован властелином загробного царства Аидом, целью которого является свержение новых богов современного мира. Услышав эту завязку, я сразу вспомнил книгу Нила Геймана «Американские боги». И именно это вкупе с визуальной стилистикой подманило меня попробовать эту игру. Я из тех, кому понравился визуальный стиль отеля Хазбин, именно благодаря цветовой гамме и детальным задникам, хотя сам стиль персонажей мне показался неказистым. Но подробнее о моем мнении про отель Хазбин можете узнать в соответствующем ролике, ссылку я повешу выше. Думаю, в первую очередь неоновая бездна зайдет тем, кто хочет впервые познакомиться с роуглайками. А ветеранам жанра, скорее всего, покажется слишком легкой. В отличие от соратников по жанру, здесь присутствует на выбор 3 уровня сложности. На легком я почти прошел первое подземелье с первого раза, споткнувшись только перед последним боссом. На среднем же мне игралось комфортно, но уже с заметным сопротивлением. На самом сложном я пока не смог пройти первого босса, хотя и был близок к этому. Но это все при том, что я из тех, кому очень сложно играть в сильно динамичные игры. В отзывах многие ругают бездну за низкую динамику, мне же она таковой не показалась, но, наверное, это и есть одна из причин, по которым игра меня зацепила. Что же касается монстров, то выделить могу лишь то, что они наносят урон именно своими атаками, а не любым мимолетным касанием. В остальном же все довольно буднично. Помимо этого, думаю, разногласия вызовут и поединки с боссами, которые в этом мире не обладают запредельным количеством здоровья. В этом плане битвы с ними легче, зато довольно лаконичны и не вызывают ощущения нудного затягивания времени. А теперь немного про оружие. Обучение дает нам в руки пушку кота. То ли создатели хотели сделать отсылку к Постолу, то ли к чему другому, но тут его судьба не столь печальна. На его примере мы узнаем, что у некоторых пушек могут быть дополнительные свойства. К примеру, данный кот может надуть шарик, который позволяет нам летать. Также я находил оружие, которое помимо обычного режима стрельбы было способно нанести урон всем противникам на экране. Но не все тут так просто. Такие режимы расходуют кристаллы, которые нужно находить по мере игры. Переносить можно только определенное количество, излишек же останется лежать в комнате, в котором мы его нашли, ожидая, когда мы за ним вернемся. Также эти кристаллы расходуются и на открытие некоторых дверей. Существующие ограничения действуют и на вооружение. С собой мы можем носить лишь одно орудие, зато можем найти различные улучшения для него. В целом, при большом разнообразии предметов, как внешне, так и в описанию, многие из них дают одинаковый бонус. В игре есть древо прокачки, которое открывает доступ к новым объектам, снаряжению, оружию и даже персонажам. Воспользоваться им можно, поговорив с барменом неоновой бездны. Кстати, вам тоже вспомнился аниме «Парад смерти», когда впервые увидели его? Или я такой один? Ладно, помимо визуального стиля, отличительной особенностью является система питомцев. Правда, не все из них одинаково полезны и могут мешать прохождению. Но в зависимости от эффектов найденного снаряжения, некоторые минусы могут превратиться и в плюсы. Но не уверен, что прямо все. Стоит отметить, что вначале вы находите яйца и носите их с собой на манер чувачков из Соника, и ждете, когда они вылупятся. Но и тут еще не все. Есть шанс, что яйцо окажется пустым, а если же и нет, то не факт, что вылупится действительно нужный вам питомец. Вы не выбираете их и не можете отказаться от их получения. Но есть лазейка, они не бессмертны, хоть лично я и не стремился специально их подставлять. Также тут есть система крови и мудрости, хотя я не уверен, что точно запомнил название, но суть в том, что на открытие некоторых комнат, сундуков или столбов можно тратить либо кристаллы, либо свое здоровье. Причем надо быть аккуратным, если ты попадешь своей пулей в один из этих предметов, то открыть их сможешь только путем получения урона. Неудобство вызывает и тот факт, что игра не запоминает, на каком моменте вы остановились. Если вам по каким-либо причинам придется выйти из игры, то придется начинать все заново. Не знаю, что помешало им сделать сохранение в последней комнате, но надеюсь, это исправят в будущем. Есть еще одна трудность. Очень неинформативный магазин. Продавец с информацией о товаре предоставляет вам только его внешний вид и цену. Об остальном нужно догадываться самим.
Может, это, конечно, и не баг, а фича такая. И создатели тем самым хотели простимулировать интерес к заучиванию свойств предметов, но это не точно. Если подытожить, то лично мне игра понравилась, но сможет ли она надолго держать на себе мое внимание? Вот тут я уже не уверен. Скорее пополню список тех, в которые я буду с удовольствием поигрывать время от времени. На этом, пожалуй, мои первые впечатления все. Если хотите более подробного обзора этой игры, то ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо за компанию и до новых встреч, я надеюсь.